Привет, мои милые друзья и уважаемые зрители канала! В этом видео хочу с вами поговорить о том, как выглядит и чем примечателен сад в апреле, какие работы в апреле следует сделать в саду и на даче. Весна почему-то в этот раз очень задержалась, поэтому грунт и растения просыпались очень долго. Первыми двинулись в рост, конечно же, крокусы. Они еще те весенние жаворонки. Как только сошел снег и выглянуло солнышко, крокусы или шафран, если кто не знает, сразу открыли свои желтые и голубые глаза. Они прорастают из маленьких луковиц, которые часто при пересадке становятся соседями более значимых цветов. У меня, например, крокусы мирно соседствуют с пионами. Пока те просыпаются, эти крохи уже засыпают после весеннего цветения. Крокусы принадлежат к семейству ирисовых. Если вы хотите размножить разросшиеся кусты крокусов, то обязательно выкопайте луковички, как только стебель подсохнет после цветения. Обычно это происходит в начале июня. После затяжного холодного начала апреля, буквально вчера и позавчера, выдались теплые дни, и мой маленький растительный мир сразу ожил и превратился в великолепное весеннее просыпающееся царство. Первыми начали благоухать абрикосы, и пчелы сразу же собрались в поход за нектаром. Кстати сказать, после пчелиного лета и опыления будущие плоды абрикосов могут подхватить грибковые заболевания, которые пчелы часто переносят от других растений, на которых собирали нектар. Чтобы предупредить развитие грибковых инфекций, сразу после цветения опрыскайте деревья медным купоросом. Далее в моем списке представителей апрельского сада рябчики или фритилярия. Многие их путают с хорошо знакомыми нам лилиями. И не зря. Рябчик – это травянистое многолетнее растение, яркий представитель семейства все тех же лилейных. На моей восточной клумбе, которая первой встречает солнце по утрам, рябчикам очень нравится. Скажу так, выбирайте для посадки этих красавчиков солнечную клумбу или место с полутенью. Чем больше света, тем лучше фритилярия растет и цветет. Вот она уже какая, буквально несколько дней и будем любоваться огромными цветоносами. Рябчики не нужно часто пересаживать, как, например, тюльпаны. По мере роста их клубни увеличиваются в размерах и заводят вокруг себя множество деток. Вот они-то и могут быть прекрасным пополнением наших цветочных запасов. Вот здесь на месте посаженной одной луковицы уже целых 4. Количество новых клубеньков можно посчитать по стеблям. 4 стебля, 4 луковицы. На этом месте фритилярия у меня растет 5-й год. А вот и настоящие весенние короли цветов – тюльпаны. В этом апреле их цветение из-за холодов серьезно задержалось. Обычные высокие алые тюльпаны только-только набирают бутон, а эти маленькие – классические представители голландской селекции. Они имеют высоту всего 10-15 см и зацветают буквально через неделю после того, как сошел снег.
Цветут довольно долго, если погода прохладная. Сразу видно, родная прохладная Фландрия им больше по сердцу, чем наши теплые средние широты лесостепной зоны. Что касаемо нарциссов, то они тоже очень светолюбивы. Любое затенение приводит к тому, что цветение прекращается. Наверное, у них все как у людей, которых называют нарциссами. Если их не ценят и не создают надлежащие условия, они впадают в глубокую депрессию, перестают радовать цветением и пропадают. А вот как выглядит первый желтый тюльпан. Он толком еще не проснулся, ему еще холодно и зябко, поэтому цветок только-только начал окрашиваться. Во всем своем величии его можно будет увидеть примерно через неделю. Апрельский сад пробудил и клематисы. Они начинают гонку за высотой. Стебли уже сформировали первые стрелы, определено направление роста, осталось дело за малым – нарастить зеленую массу и достичь намеченных высот. Теперь дело за солнцем и теплом. Именно они будут источником фотосинтеза для этого растения. Пока мы с вами путешествовали по апрельскому саду, пчелы работали, не покладая крылышек. У них началась настоящая первая страда. Долгожданным нектаром начали делиться абрикосы. Первый же теплый денек вокруг цветущих абрикосов собрался, наверное, целый улей пчел. У меня сложилось впечатление, что я переселилась на настоящую пасеку. Давайте понаблюдаем за их ответственной работой. Надо сказать, что не только растения обрадовались первым теплым денечком. Тепло принесло радость и негу еще кое-кому. Щенки, родившиеся 2 месяца назад, впервые в своей маленькой жизни увидели мягкую шелковую травку, услышали пение весенних птиц, они веселы и беззаботны, как наступившая наконец-то весна. Апрельский сад меня в этом году наконец-то порадовал, но ждать пришлось, к сожалению, довольно долго.
Видео снято 15 апреля. Половина календарной весны, к сожалению, уже позади. Надеюсь, это видео было полезным и познавательным. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Спасибо за то, что вы со мной.